Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о военных словах. Видео исключительно образовательное. Учим 20 новых слов, связанные с военным контекстом. Перед тем, как начать наше видео, напомню, что мы стремимся достичь 10 тысяч подписчиков. Так что, если вы еще не часть нашей команды, присоединяйтесь. Наш контент всегда интересный и очень полезный для изучения английского языка. Итак, начнем изучать наши 20 новых слов. Первое слово у нас будет военкомат. В английском языке это будет Military Enlistment Office. Military означает военный. Enlistment. Enlist означает взять на службу. Enlistment Office. Офис, где берут на военную службу, дословно. Молодые люди были вызваны в военкомат по повестке. Переводим на английский. The young men were summoned to the military enlistment office by the draft notice. The young men, молодые мужчины, were summoned, summon означает вызывать, were summoned to the military enlistment office, военкомат, by the draft notice. Draft notice, мы еще вернемся, конечно же, к этой фразе, означает повестка. Draft notice. Итак, запомнили слово military enlistment office, идем дальше. Долг. Долг как служба. В английском это будет duty. Duty в целом в английском языке означает обязательство. Долг. Duty. Солдаты были призваны на службу и должны были явиться на военную базу. The soldiers were called to duty. Кстати, очень популярное выражение. Called to duty. And had to report to the army base. The soldiers, солдаты, were called to duty, были призваны на службу, пассивный залог, were called to duty and had to, и должны были, had to, report, явиться, to the army base, на военную базу, в смысле отчитаться, report. The soldiers were called to duty and had to report to the army base. Оружие, это у нас будет weapon, оружие, weapon, базовое слово, обязательно надо знать. Солдаты были оснащены новейшим оружием для борьбы с врагом. The soldiers were equipped with the latest weapons to fight the enemy. The soldiers, опять солдаты, were equipped. Equip означает оснащать. Equipment от слова оборудование. Were equipped with the latest weapons. С новейшими, новейшее это latest weapons, оружием. To fight the enemy, для борьбы с врагом. The soldiers were equipped with the latest weapons to fight the enemy. Повестка. Это у нас draft notice или call-up notice. И так будет повестка. Draft notice, call-up notice. Он был удивлен, получив повестку на военную службу, так как не ожидал быть призванным. He was surprised to receive a draft notice, as he had not expected to be called up for military service. He was surprised, он был удивлен, to receive, получить, a draft notice, повестку, a draft notice, as he had not expected, так как он не ожидал, expect это ожидать, to be called up, быть призванным, call up это призывать, поэтому call up notice тоже означает повестка в целом, for military service, на военную службу, military service это военная служба. Видите, в английском это не простые слова, они очень специфичны для этого контекста, но для изучения языка надо обсуждать все темы. He was surprised to receive a draft notice, as he had not expected to be called up for military service. Запомнили? Draft notice или call-up notice – повестка. Идем дальше. Добро пожаловать в English Dragon Club. Я рада представить вам наш видеокурс, который включает в себя 10 различных тем. Это самые важные 10 грамматических тем в английском языке. Темы подробно объясняются очень понятным способом. Этот курс повысит ваши навыки на 1 или 2 уровня гарантированно. Один урок в этом курсе стоит 690 рублей и охватывает темы, которые обычно рассматриваются в индивидуальных занятиях на протяжении 3 полных уроков и обходятся в среднем 1000 рублей за каждое занятие. Таким образом, полный курс из 10 видеоуроков стоит 6900 рублей, что означает, что покупка наших курсов сэкономит вам 23 100 рублей. Это невероятное предложение, которое доступно вам. Если вы перейдете по ссылке ниже, вы найдете дополнительные сведения о курсе.
Не сомневайтесь и начинайте изучать качественный английский язык уже сегодня. Продолжаем изучение английских слов, связанных с военной тематикой. Отсрочка от призыва. Draft, deferment. Draft мы уже выучили, это повестка. Deferment – это отсрочка. Deferment. Отсрочка от призыва позволила студенту закончить образование до призыва в армию. The draft deferment allowed the student to finish his education before joining the army. The draft deferment, отсрочка от призыва, от слова defer, отложить что-то, allowed the student, позволила студенту to finish his education, закончить образование, before joining the army, до призыва в армию или перед тем, как присоединиться к войскам, joining the army. Запомнили? Draft deferment. Следующее слово. Военный билет. Military ID card. Очень логично, думаю. Military это военный, ID card, это билет. Для доступа на военную базу требовался военный билет. The military ID card was required to access the military base. The military ID card, военный билет, was required, требовался, to access the military base, чтобы получить доступ, access. The military base, военную базу. Итак, запомнили? Military ID card, военный билет. Артиллерийский обстрел. Artillery barrage. Артиллерийский обстрел означает. Артиллерийский обстрел нанес значительный ущерб позициям противника. The artillery barrage caused extensive damage to the enemy positions. The artillery barrage. Артиллерийский обстрел caused, нанес, extensive damage, значительный ущерб, extensive damage, to the enemy positions, позициям противника. The artillery barrage caused extensive damage to the enemy positions. Идем дальше. Поражение. Это у нас defeat. Поражение. Defeat. Несмотря на все усилия, войска потерпели поражение в бою. Despite their best efforts, the troops suffered defeat in the battle. Видите, это очень качественный английский. Фразы вообще непростые, и они недословно переводятся на русский. Despite their best efforts, несмотря на все усилия, the troops, войска, suffered defeat, потерпели поражение. Suffer в целом означает страдать, но используется в разных контекстах. Suffered defeat, потерпели поражение. In the battle, в бою. Despite their best efforts, the troops suffered defeat in the battle. Беспилотный летательный аппарат. Unmanned Aerial Vehicle. UAV for short. Unmanned Aerial Vehicle. Бесплатный летательный аппарат. Беспилотники предоставили ценную информацию о передвижениях и позициях противника. The UAVs, видите, в сокращенной форме. The Unmanned Aerial Vehicles provided valuable intelligence on enemy movements and positions. The UAVs, беспилотники, provided valuable intelligence, предоставили valuable, ценную, intelligence как информация используется, тоже можно в английском языке. On enemy movements and positions, о передвижениях и позициях противника. Movements – это передвижение, positions – это позиции. The unmanned aerial vehicles provided valuable intelligence on enemy movements and positions. Прекращение огня. Ceasefire, одним словом, перемирие, ceasefire. После нескольких недель боев между двумя сторонами, наконец, было объявлено о прекращении огня. After weeks of fighting, a ceasefire was finally declared between the two sides. After weeks, после нескольких недель, of fighting, боев, a ceasefire was finally declared. Declare означает объявлять. Было объявлено о прекращении огня between the two sides, между двумя сторонами. After weeks of fighting, a ceasefire was finally declared between the two sides. Ceasefire. Cease в целом глагол означает прекращать что-то. Ceasefire – прекращать огонь. Все логично. Оборона или защита – это у нас defense. Защита страны была первоочередной задачей военачальников. Защита страны. The defense of the country. Defense – это защита. Это очень популярное слово, кстати. Was the top priority of the military commanders.
была первоочередной задачей военачальников, military commanders. The defense of the country was the top priority of the military commanders. Запомнили? Defense, оборона. Десант, это у нас airborne. Airborne. Воздушно-десантные войска были сброшены в тыл врага, чтобы нарушить его линии снабжения. The airborne troops were dropped behind enemy lines to disrupt their supply lines. The airborne troops, воздушно-десантные войска, troops, кстати, это войска, тоже надо запомнить, were dropped, были сброшены, behind enemy lines, в тыл врага, behind, за, enemy lines, линиями врага, дословно, to disrupt, чтобы нарушить, their supply lines, его линии снабжения. Supply – это запасы, supply lines – это линии снабжения. The airborne troops were dropped behind enemy lines to disrupt their supply lines. Бронетранспортер. Armored vehicle. Armor – это и есть броня. Armored vehicle. Vehicle – это транспортное средство. Armored vehicle. Бронетранспортер. Бронетехника прикрывала наступающую пехоту. The armored vehicles provided cover for the advancing infantry. Думаю, для многих непривычно слышать такие фразы, потому что не часто затрагивается эта тема в английском языке, но на нашем канале мы будем изучать все. Так что постарайтесь запомнить все эти слова. Если это все сложно, записывайте где-то, потом можете повторить. The armored vehicles, бронетехника, в принципе, можно сказать просто, provided cover, прикрывала, for the advancing infantry, наступающую пехоту, предоставляла покрытие для наступающей пехоты. Дословно вот так. The armored vehicles provided cover for the advancing infantry. Контрактная служба. Contracted military service. Все дословно, все логично. Contracted military service. Солдаты, выбравшие военную службу по контракту, прошли специальную подготовку. The soldiers who opted for contracted military service received specialized training. The soldiers, солдаты, who opted for. Opt for означает выбирать что-то. Тоже популярный фразовый глагол. Opt for. Who opted for contracted military service. Службу по контракту. Received specialized training. Прошли специальную подготовку. The soldiers who opted for contracted military service received specialized training. Противотанковая ракета. Anti-tank missile. Anti-tank missile. Противотанковая ракета. Anti-tank missile. Все дословно. Missile – это ракета. Противотанковая ракета со смертельной точностью поразила цель. The anti-tank missile hit its target with deadly precision. The anti-tank missile, противотанковая ракета, hit its target, поразила цель, with deadly precision, со смертельной точностью. Precision означает точность. The anti-tank missile hit its target with deadly precision. Военнопленный. Есть и такие слова. Они не всегда приятны, но надо изучать все. Это всего лишь слова. POW. Prisoner of War. Это такая аббревиатура. Prisoner of War. С военнопленными обращались гуманно в соответствии с Женевской конвенцией. The POWs were treated humanely according to the Geneva Convention. The POWs, военнопленные, were treated, с ними обращались, пассивный залог. Humanely, гуманно, according to the Geneva Convention, в соответствии с Женевской конвенцией. The POWs were treated humanely according to the Geneva Convention. Пропавший без вести в бою. Есть и такая аббревиатура MIA. Missing in Action. Семьи пропавших без вести были уведомлены о статусе их близких после обширных поисков. The families of the MIAs were notified of their loved ones' status after extensive search efforts. Missing in Action. The families, семьи of the MIAs, пропавших без вести, were notified of their loved ones' status, были уведомлены о статусе их близких after extensive search efforts, после обширных поисков. The families of the MIAs were notified of their loved ones' status after extensive search efforts.
Война с дронами. Drone warfare. Warfare это в целом как война. Drone warfare. Война с дронами. Война с дронами оказалась прорывом в современной войне. The drone warfare proved to be a game changer in modern warfare. The drone warfare, война с дронами, proved to be a game changer, оказалась прорывом in modern warfare, в современной войне. Warfare это ведение боя, можно еще вот так переводить. The drone warfare proved to be a game changer in modern warfare. Военная присяга, это у нас military oath. Военная присяга, military oath. Солдаты приняли военную присягу защищать свою страну с честью и мужеством. The soldiers took the military oath to defend their country with honor and courage. The soldiers, солдаты, took the military oath, приняли военную присягу, took the military oath, to defend their country, защищать свою страну, with honor and courage, с честью и мужеством. The soldiers took the military oath to defend their country with honor and courage. Запомнили? Military oath. Ну и последнее слово, миротворчество, peacekeeping. От двух слов peace, мир, и keep, держать, хранить мир, peacekeeping. Перед миротворческой миссией была поставлена задача поддержания стабильности в зоне конфликта. The peacekeeping mission was tasked with maintaining stability in the conflict zone. Тут даже сложно переводить дословно. The peacekeeping mission was tasked. Task означает поставить задачу. With maintaining stability, с поддержанием стабильности in the conflict zone, в зоне конфликта. The peacekeeping mission was tasked with maintaining stability in the conflict zone. Выучили очень много слов, и в контексте с предложениями их было гораздо больше, чем просто 20, все фразы, как используются. Это непростая тема, так что можете записывать слова или пересмотреть видео позже, с друзьями, с близкими, поделитесь этим видео. Это очень интересный контент для всех, кто хочет изучать английский язык. Если вам нравится такой формат, поставьте лайки под видео, чтобы поддержать нас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые образовательные видео на канале English Dragon Club. Загляните в наш телеграм-канал, покупайте наши курсы по ссылке в описании, а мы увидимся очень скоро. See you soon. Take care.